открыть уши, иначе я себя не слышу. Странно, конечно, выглядит вся моя конструкция. Ну да ладно. Всем привет, меня зовут Тоня, и сегодня у нас необычное видео для моего канала. Видео про макияж. Вы меня спрашивали про макияж, я говорила, что когда-нибудь у меня дойдут до него руки. И вот, собственно говоря, дошли. И не важно, что это абсолютно не подходит к тематике моего канала. Впрочем, у моего канала нет тематики. У меня все вместе. У меня и наши поездки в Россию, и родители, приехавшие в Корею, и тут же влоги, и какие-то факты про Корею, рецепты, еда, и теперь еще вот почему нет. Поэтому раз у меня канал в принципе без тематики, он вообще о моей жизни, раз моя жизнь проходит в Корее, то, естественно, большая часть это немножко корейский контент, но также моя жизнь это какие-то другие события, поэтому поехали. Музычку! Я сюда притащила всю свою косметику, которая у меня обычно лежит в косметическом столе. Вот тут немножечко этого. У меня есть даже кисти, которыми я пользуюсь раз в месяц. Ну да ладно, они есть. Сразу, кто супер-мега фэшн-бьюти блогеров, попрошу отойти от экранов, потому что я в этом деле ничего не понимаю. Ничего, я окрашиваюсь по наитию. Когда-то я пыталась посмотреть какие-то уроки по макияжу, но не могу сказать, что это мне как-то помогло. Вот, поэтому то, что вы сегодня видите, может травмировать вашу психику, и если вы к этому готовы, тогда оставайтесь с нами. Со мной и с камерой, с нами. Больше здесь никого нет. А, нет, есть еще собачка. Вот она, моя Момони. Ладно. Здрасте. У меня сегодня очень хорошее настроение, как вы видите. Поехали, давайте начнем уже это нечто. Да, мое лицо уже, я подготовилась, я уже умылась, нанесла тонер, эмульсию и крем. В общем, оно готово для нанесения слоя тоналки. Вот, поэтому нужно увлажнить губы, потому что они у меня всегда сухие. Пахалась в этом году, и вот смотрите, она вся потрескалась. Делаю я это обычным вазелином. Самый лучший увлажнитель. Никакие гигиенические средства так хорошо не увлажняют, как вазелин. Дальше у меня есть тональная основа и у меня есть консилер. Кстати, консилер, по-моему, не корейской марки. А, Maybelline, это Maybelline. Точняк, это Maybelline. Я выбираю не по брендам обычно, а потому, чтобы не подходило по цвету. Консилер отлично подходит. Тональник чуть-чуть темнее, чуть-чуть, но это не сильно заметно, потому что светлее я пока что не нашла. Бывает иногда я пользуюсь только консилером, вот. Ну, а тональник, сейчас вы видите, я наношу его только сбоку. Поскольку тональник чуть-чуть, ой, не знаю, много это или немного, чуть-чуть, в общем, темнее, поэтому я наношу его только на внешнюю часть лица. Вот такой вот овальчик я рисую, да. И еще вот здесь вот, на нос, по краям. А посередине я рисую консилером, поэтому он очень быстро расходуется. И поэтому за счет того, что консилер чуть плотнее, приходится чуть старательнее очищать кожу, чтобы это все потом вымыть из кожи. Ну вот как-то так я малюю это дело. Как это все интересно выглядит на камере, да еще и с подсветкой. Да, кстати, заметили, у меня теперь эти зрачки, такие вот кружочки. Да, это все благодаря подсветке. Вот. Можно, в принципе, руками, но сегодня у меня есть спонж. Поэтому давайте все это дело растушуем. По-моему, кто-то тушует кисточками. Так, теперь это не все. Когда вот закончился такой первый этап, я добавляю еще консилера. Потому что спонж сейчас очень много всего съел. Поэтому нужно еще немножко добавить, чтобы замазать синяки под глазами. Чтобы замазать неровности, покраснения.
Ну что, вот такой вот результат получился. Мы все выровняли более-менее. Единственное, что от освещения сверху у меня такие здесь совсем впадинки. На самом деле это не так. Если я вот так приближу, то их не будет. Ну, у меня не супер освещение, пока студийное, поэтому хотя бы эта штука. Если бы не было этой, было бы еще хуже. Следующий пункт — это пудра. Не знаю, надо вам показывать, что это. Это все не сильно какие-то бренды, поэтому не знаю, если нужно, это Innisfree. Окей, если вам нужно. Да, у меня есть целая кисточка для этого, поэтому я не просто так буду спонжиком наносить. Нет, у меня есть кисточка. Брови вот такими тенями, которые уже, видите, тут смылось все, потому что давно они у меня уже. Берем кисточку, которая вот здесь в комплекте, и я смешиваю два цвета. У меня не черные волосы и не черные брови, но при этом не вот такие коричневые, поэтому я вот эти два черные и коричневые мешаю между собой. Что в данном случае мой макияж перенял из азиатского макияжа, так это брови, потому что когда я приехала только в Корею, в России были все еще популярны не сильно толстые брови и больше с изгибом. Вот. Конечно, сейчас уже тоже больше более-менее прямые популярные и толстые, вот. Но раньше как бы нет, Корея в этом была первее, поэтому... Приехав в Корею, я изменила форму своих бровей. Они у меня были раньше очень тоненькие и изгибистые вот такие вот. Да, поэтому, приехав первый раз как турист в Корею, после этого я изменила свои брови. И еще одно различие, то что европейцы делают более яркие брови, да, то есть более темные и так далее. Корейцы делают хоть их толстыми, но при этом они достаточно светлые. Когда меня красили на съемке в Ханбоке, тоже мне делали достаточно светлые. Итак, вот такие вот брови у меня получились, поярче, чем мои. Мои брови достаточно светлые, поэтому если их не накрасить, иногда днем под солнцем они кажутся не на месте. Следующий пункт — это тени. У меня есть такой в моей копилочке макияжа, в которые я могу сделать. Есть макияж с коричневыми тенями, когда я делала осенний такой коричневый, стрелки, да. Но у нас сегодня такой больше корейско-европейский макияж, поэтому помимо бровей, еще один пункт, который вот взошел в мой макияж в Корее, это розовые тени. Розовые тона я раньше вообще никогда не использовала, потому что, не знаю, я не представляла себя с розовыми глазами, тенями, вот, но тем не менее в Корее очень часто их используют, тем более весенний какой-то свежий макияж, когда не хочется тяжелого, поэтому сегодня хоть и осень, но мы сделаем весенний, да, у меня все актуально. А вы как думали? У меня есть вот такая кисточка. Но я подразумеваю, что она не для теней, потому что они начинают странно себя вести с ней. Поэтому у нас есть вот у нас есть великий палец, который уже испачкан, и если вы досмотрите это видео до конца, узнаете почему. И наносим сначала такой более нежный розовый в уголок и на середину. Теперь вот такой вот более персиковый на бока. Единственное, что она мне потребуется для того, чтобы накрасить внизу розовым, иначе нарисует слишком жирно, а надо тоненько. Зачем нужны кисточки, когда у меня, все свои, все 5 штук, все свои. Не, на самом деле я, конечно, не всегда пальцем крашусь, не всегда. Только вот этими тенями, потому что они иначе никакого пигмента реально, ну вообще как бы. Основа есть. Теперь возвращаемся обратно к нашим теням, которым мы рисовали бровки, и будем ими теперь удлинять глаза, потому что иначе они очень коротенькие. Для этого надо вот так вот призакрыть глаз
и провести линию. Еще одна особенность корейского макияжа — это то, что у них как-то не поднимают уголки глаз, а наоборот немножко опускают, делая такой взгляд миленьким, слегка грустным. Так, все, основа у нас есть, теперь осталось самое главное. Ой, это подводка. Подводка, мучения мои. Я, кстати, вот взяла вот такую, она от MAC, я разорилась на подводку, до этого я всегда брала недорогие, маркерами такими. Но, я не знаю, может быть, я не так ими пользуюсь, может быть, что-то с ними не так, но они у меня за неделю, максимум за 2, высыхали просто, вот все, они больше не рисовали, ничего. Я не знаю, что с ними делать. Удачи, удачи. Это вы нарезку видите, а я делаю это очень медленно. Фуф, оно готово, но это еще не так. Сейчас будет левая, потом правая подкорректируется. Все как всегда, все как в жизни. Нет, мы не бьюти-блогеры, у нас все не получается с первого раза идеально. Сейчас сделаем левую, сначала такую же тоненькую, а потом вместе начнем их корректировать, потому что если я сначала сделаю идеальную правую, потом левая будет полностью другая, поэтому лучше сначала делать одинаково тоненько, а потом их по чуть-чуть вместе приводить в одинаковое состояние. Ну что, вот такие вышли стрелки, тени, все, остался последний штрих, это тушь. На самом деле ресницы у меня реально очень редкие, поэтому никакая тушь тут не поможет. Все, последний пункт, обещаю, точно последний, это вот такая другая маленькая кисточка и тени. Тени, возвращаемся к вот этим розовеньким теням, возьмем вот эти персиковые. Тоже то, что я переняла от кореянок, это румяна, потому что раньше, наоборот, мне казалось, что зачем красные щеки, наоборот, их лучше замазать консилером, чтобы не выглядеть красной. Вот. Но в Корее как бы красные щечки это мило, и, ну, я не знаю, как, в общем, это со мной случилось, как-то ля-ля-лян, шалалан, и я сама решила, что да, пожалуй, а почему нет? Розовенькие щечки, матрёны. Видно там что-нибудь, нет? Вживую-то тут я уже намалевала не слабо. Сделали. И все, на этом я заканчиваю. Ничего с губами я не делаю, потому что у меня вот есть вот такой вот тинт, но мне не идут яркие губы вообще, поэтому хоть кореянки и красят там красным, еще чем-то они очень ярко делают губы, но мне не идет. Максимум, когда я крашу губы, это тогда, когда я не крашу глаза. Не знаю, пойдем до конца? Давайте попробуем. Тогда чуть-чуть, я только чуть-чуть делаю. Есть ощущение, да, что я чего-то объелась и забыла вытереть рот. Все, наш макияж готов, поэтому можно распустить волосы и посмотреть, как это все будет смотреться. Это, естественно, не ежедневный макияж. Мне нужно постараться, чтобы так получилось. Спасибо всем тем героям, кто досмотрел это видео до конца. Если вам понравилось, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ну а я пошла. Пока-пока! Хотите прикол? В общем, это просто нечто. Я забыла нажать на кнопочку записывать. Как видите, я уже сделала тени и удлинение глаза, поэтому сейчас я все смою, чтобы показать вам это еще раз.